Всем привет! Меня зовут Наташа, и я рада приветствовать вас на своем канале CodeFocus. В этом видео я расскажу вам о методологиях именования селекторов. Ранее мы с вами договаривались о том, что попробуем несколько самых популярных редакторов кода. В прошлом видео мы работали с PHP Storm, а теперь предлагаю попробовать Aptana Studio. Остальные редакторы кода вы можете при желании попробовать самостоятельно. Открываем наш макет. Начнем с того, что создадим новый документ. Следом располагаем окна так, чтобы они помещались в видимую область на нашем экране. Далее воспользуемся кодом, который мы сделали в прошлом нашем видеоуроке. Скопируем его и вставим. Существует несколько методологий именования классов. Наиболее популярные из них это OOCSS, SMAS и BEM. Принцип объектно-ориентированного CSS. Принцип объектно-ориентированного CSS заключается в разделенном существовании объекта и его модификаций, а именно, ищем общие визуальные функции и выделяем их по отдельным селекторам. Разделяем стили контейнеров и блоки внутри контейнеров. Избегаем использования идентификатора для стиля. Методология SMAS расшифровывается как масштабируемая и модульная архитектура для CSS. Мы определяем базовые стили, исследуем глобальные элементы, размеры шапки, футера, сайдбара. Находим стили модулей, то есть блоков, которые могут использоваться несколько раз на одной странице, и определяем стили состояний. И последняя методология – это BEM. Блок, элемент, модификатор. Блок – это логически и функционально независимый компонент на странице. Независимость блоков обеспечивает возможность их повторного использования, а также удобство в разработке и поддержке проекта. Элемент – составная часть блока, которая не может использоваться в отрыве от него. Элементы не существуют вне блока. Каждый элемент может принадлежать только одному блоку. И модификатор. Модификатор – это BEM-сущность, определяющая внешний вид, состояние и поведение блока или элемента. Использование модификаторов опционально, количество не ограничено. Блоку или элементу нельзя одновременно присвоить разные значения модификатора. Давайте приступим к именованию. Первый структурный элемент на странице – это header. Добавим ему класс. Класс header. Далее мы видим, что существует контентная часть нашего макета. Это наш контейнер. Он равен приблизительно 1110. Что такое контейнер? Контейнер – это абстрактный блок, в котором находится контентная часть страницы. Значит, у нас есть header, и внутри есть контейнер, который обрамляет наш текст по рамочкам. Далее мы видим наше меню. Но у нас на странице несколько типов меню. В шапке и в подвале. В шапке у нас горизонтальное меню, а в подвале вертикальное. Поэтому предлагаю по смысловой нагрузке так его и обозвать. Структурный блок меню будет содержать в себе элементы. То есть по BEM-методологии это у нас блок, это у нас элемент, относящийся к этому блоку. Далее у нас идет ссылка. Мне не хватает атрибута href, о котором мы с вами уже тоже говорили. И класс. Ссылка у нас это элемент BEM-блока меню. Значит, это будет меню link. Далее мы видим, что на нашем макете существует несколько типов ссылок. Ссылки в меню, ссылки в услугах, ссылки в подарочном сертификате и ссылки в футере. Соответственно, предлагаю сделать ссылку блоком с модификатором light. Далее у нас идет логотип. BEM-блок лого, BEM-элемент. Далее у нас идет подобное меню. Поэтому мы его просто возьмем и скопируем. Сейчас мы дошли до картинок. Давайте попробуем экспортировать наши картинки из Photoshop. Самый быстрый способ – это быстрый экспорт как PNG. Ищем наши картинки, зажимаем Ctrl, выбираем все сразу. И экспортируем
Далее предлагаю их сразу переименовать правильно. Можно это сделать прямо из Аптаны. Фото главного баннера. Далее давайте попробуем подключить наше изображение. Пропишем путь для нашего логотипа. Просто копировать Ctrl-C и вставить. Тогда он копирует название. Так, с картинками мы разобрались. Сохраняем. Далее у нас идет главный баннер. Главный баннер у нас BAM-блок баннер. Заголовок. Заголовок с одной стороны будет являться элементом блока баннер, а с другой стороны отдельным BAM-блоком heading 72. Сейчас объясню, почему 72. Итак, 72, потому что размер нашего шрифта 72 пикселя. И поэтому мы структурно можем это запомнить. Поэтому заголовок будет логичнее смотреться, как heading 72. Далее мы видим кнопку спецпредложения. Как мы видим на нашем макете, это главная кнопка. Соответственно, класс у нее будет btn. И она будет являться элементом блока banner. Далее приступим к нашим услугам. BAM-блок секции с услугами назовем Services. Элемент нашего BAM-блока будет сервис-айтем. Далее у нас подзаголовок парашют. Помним из того, что мы делали ранее, это будет элемент BAM-блока сервис. Будем использовать heading. И также назовем его heading 30, поскольку размер этого шрифта 30 пикселей. Далее у нас идет краткое описание нашей услуги. По аналогии это будет элемент description. Далее у нас идет ссылочка подробнее. Она также является элементом BAM-блока сервис. А также мы видим, что на нашем макете имеется несколько видов ссылок. Ссылки в главном меню, ссылки в наших услугах и ссылки в футере. Соответственно, ссылки в нашем меню имеют модификатор Light. Здесь же мы можем использовать модификатор с обозначением Dark. Далее мы видим изображение. Изображение будет являться элементом BAM-блока сервис. А также аналогично сохраняем нашу структуру на остальных услугах. Как мы видим, с именованием классов в блоке сервис или услуги мы закончили. Далее у нас есть аналогичный блок подарочный сертификат. Это BAM-блок, поэтому назовем его Gift. А также элемент BAM-блока Gift Item. Копируем. Далее у нас есть заголовок. Заголовок 24, как мы уже договорились. Элемент BAM-блока Gift. Gift Image. Далее текст или краткое описание.
Далее у нас есть иконка. Наша ссылка выглядит точно так же, как ссылка подробнее в услугах. Поэтому просто скопируем ее. Или воспользуемся точно таким же именованием. Далее у нас идет меню в футере. Меню у нас точно такое же, как в хедере, только оно вертикальное. Соответственно, назовем это семантически верно для того, чтобы в дальнейшем нам было удобно с этим работать. Далее у нас идет блок социальных иконок. Он у нас использует меню горизонтальное. Элемент блока иконка меню Icon. Хочу предложить также обернуть наше меню социальных иконок и копирайт в один структурный блок, который мы и назовем Social. Поскольку копирайт это отдельный элемент, у него будет отдельный класс. Далее у нас идут контакты. Структурный блок Contacts. Элемент Contacts Item. Изображение элементы блока Contacts, то есть Contacts Icon. Contacts Phone это телефон, Contacts Time элемент блока Contacts это наше время работы и так далее. Ну что ж, поздравляю, ребят, с разметкой мы разобрались. А сейчас мы можем посмотреть, как будет выглядеть наша страничка. В Оптане есть встроенный браузер. Верхнее меню, наш логотип, он белый. Услуги, главный баннер, подарочный сертификат и футер. В следующем своем видео мы непосредственно перейдем к таблицам стилей. Спасибо за внимание и до новых встреч на проекте CodeFocus.